Они в 93-м году сказали, что мы сало их съели. Вы не знаете, кто такие украинцы? Вот спрашиваю. Они вот такие занудистые люди. И хотят из себя всю жизнь показывать, что они прямо... Скажите, а как вот вы поддерживаете политику Владимира Путина по присоединению Крыма и возможной войны на Донбассе? Поддерживаю Путина, правильно. Надо им показать, что они из себя. Есть внутренние дела Украины, есть геноцид русских. Украина является частью России, и украинский народ – это часть русского народа. Точно так же, как и белорусский народ, мы один народ, единый и разделенный. Вот тот, кто сейчас провоцирует войну с двух сторон, является государственным преступником. В Украине, да, давно гасить пора их. Всех или как? Всех. Или Зачем что? Всех, там русских полно. То есть русских оставить, а украинцев загасить? Конечно. Достали они уже. А как загасить? То есть забрать всю территорию? Или как не отдавать свою, ничего, ни пяди. кто на нас что покушается? Ну, а если они войска подтягивают? Ну, глупые, Войска подтягиваем мы границы. Ну и что? Ну, так а кто покушается? Никто не покушается, пока. Ну, хохлов спровоцируют. Ну, что вы думаете? Конечно, Кто их спровоцирует? Ну, кто? Американцы? Кто у нас? Главные по провокациям. Не китайцы же? Не знаю, ваше мнение спрашиваю. Китайцы наши союзники. Дело в том, что на Донбассе, извините меня, тоже наши люди. Русские. Разве их не нужно защищать? Я думаю, надо. А от кого защищать? От оккупантов, не от оккупантов, а эти, как его, гестаповцев украинских. А Россия не Вы является видели, оккупантом? что они делали, как они закапывали людей? Это же недаром там война это идет. И как это мирное население, если там украинцы живут, тоже же ведь, правильно? И их самолетами бомбили. По телевизору же это показывали, или это шутки? Это же не мультики. Сколько людей там погибло. Как вы думаете, не Владимир ли Путин чтобы нарушил? Украина с Россией снова объединилась и стал бы обратно Советский Союз. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что рассорило Россию и Украину? Не знаю. Тупорылость их, Чья? Подождите. украинцев. Скажите, а поддерживаете ли вы политику Владимира Путина по отношению к Украине, к присоединению Крыма, присоединению Донбасса, еще какие-то? Двумя руками. Все поддержите. То есть, если завтра война, то вы будете на стороне Владимира Путина? Совершенно верно. А почему? А потому что другого пути нет. Потому что уродов надо ставить на место, Каких уродов? которых возглавляет Зеленский, и это бандеровская сволочь вся. Крыс на мне 5 на церковь, их никто не тревожил. Всегда мы жили дружными. Даже вот возьми, наши деды воевали, сидели в окопе вместе, да, одну сигарету курили. Ну, Они вот так вот. А на горе стоял казак, ай да Богу молился, за свободу, за народ. Низко поклонился. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще казак просил правды для народа. Будет у людей, будет и свобода. Ну как, Америка это все замутила, она... Если завтра будет война между Украиной и Россией, вы на чьей стороне будете? Странный вопрос. Вопрос как есть. Ну, русский будет за Украину, это же нонсенс. Скажите, а поддерживаете ли вы политику Владимира Путина по отношению к Украине, по отношению там, к Крыму, Донбассу? И тому, Абсолютно. Без вариантов. А почему? Но для меня это так, по-другому быть не может. То есть вы поддерживаете присоединение территорий от других государств? Ну, естественно, потому что 500 тысяч русских оставить на растерзание подонкам, извините. А кто подонки? Ну, а как вы считаете? Кто убивает детей, там, стреляет, обстрелы? Вот кто убивает детей? Ну, нацики кто? Нацики где? С какой стороны? Ну, естественно, со стороны Украины, с какой же еще? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что рассорило Россию и Украину? Америка, америкосы. Если завтра война, вы на чьей стороне будете?
За Россию, Конечно. Возьмем автоматы и пойдем. А что, война должна быть? Такой сложный, прям сложный. Я не пойду, допустим, это стрелять. Не пойдете? Не пойду. Вопрос. Советских времен гражданин, да, советских времен. Это как бы мои братья. Народ простой там ни при чем. Ну, как вы думаете, что же послужило тому, что два братских народа теперь враги? Без понятия. Я даже не знаю. Путин, наверное, ответит на этот вопрос. Он же все знает. Что рассорило Россию и Украину? Правительство, да, правительство. А как вы думаете, что вот разругало некогда два братских народа до такой степени, что теперь мы стали врагами? Вот кто в этом виноват? Ну, это очень долгая теория. Понимаете, все захотели жить самостоятельно, а Украина всегда была, сами украинцы, всегда были, как бы сказать, высокомерные. Если взять армию, то даже существовала пословица, такая немножко грубоватая: хохол без лычки – это не хохол. То есть они всегда хотели быть. Ну а здесь просто иностранное вмешательство, я считаю, что их в Евросоюз как бы принять, чтобы они от России отошли. И на этом народ просто разошелся во мнении. Часть народа была за Россию, часть народа это. Ну и произошла вот эта вот кровавая у них революция, так называемая. Вот. А так вот никто же против Украины. Сейчас в России тут, знаете, сколько украинцев? Очень много. Вон, как и других народов. И что мы, кого-то презираем? Никого не презираем. Мы все люди, которые вот жили в Советском Союзе, они относятся положительно друг к другу. А те, которые уже сейчас выросли, и которым почти 40 лет, там, на Украине, вот тут опасно. Потому что у них тенденция: москали – это враги. Это мягко я сказал. Так. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы все-таки народы вновь помирились между собой? Вот что нужно сделать? Ну, во-первых, уничтожить фашизм, который бандеровцы там, и эти лесные братья там у них, или как они там у них сейчас называются, они ж просто проповедуют фашизм, самый настоящий. Вот если у них уничтожить фашизм, я думаю, все станет на месте. И все будут жить и спокойно, и рассуждать. Главное, нужно рассуждать о мире, о добре, о взаимной помощи друг другу. И тогда не придет в голову кого-то убивать, кого-то наказывать. А они сейчас что делают? Над Донбассом издеваются, стреляют и выдают это за то, что это Донбасс как бы у них напал на них. Как вы думаете, кто виноват или что виновато в том, что некогда братские народы теперь стали врагами? Я думаю, что виноваты обе стороны на самом деле. Вот. Не хочу углубляться в этот вопрос. Я хорошо помню Майдан, как это все начиналось. Очень жаль просто, что такое массовое помешательство у людей. Очень отсутствует критическое мышление просто у многих. Скажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы политику Владимира Путина по отношению к Украине, то есть к присоединению Крыма, Донбасса, других каких-то территорий, возможно? Ну, российское государство в лице Путина преследует свои интересы, это нормально, естественно. Вот. Я думаю, что любое государство так поступило бы. Мне кажется, это просто политика, и в результате того, что правители так поступают, ну, конечно, непростые люди абсолютно. Мы с Украиной ничего плохого не видели и не видим, что будущее, конечно, хотелось бы, чтобы люди помирились, но на самом деле уже этого, наверное, не будет обратного пути, потому что даже простые люди настолько озлоблены на Россию, что, хотя Россия ничего такого не делала, на мой взгляд. Ничего такого. А то, что Крым, говорят, там Крым завоевали или Донбасс, войска ввели. Я сама горобец по отцу и родственники там. Не знаю, и подруга с Запорожья приехала. Просто невозможно там было оставаться. И внучку она оттуда перевезла. Некоторые остаются, налаживают. Но, хочу сказать, у кого есть деньги, хорошо и там, и тут. А простому народу, ну что? Мы не выбираем ничего. Вот мое мнение. Расстроить, ну что могло расстроить? Только политика. И политика внешняя. Не Россия, не Украина, не
Я считаю, что Америка много приложила руку. Ну, вот это мое такое мнение простое. Вы считаете, что из-за Америки Россия и Украина? Из-за Америки, да, внешняя политика, ресурсы, газ, вы же прекрасно понимаете, что все идет из-за того, что нефть, газ, все, рынки сбыта. И из-за рынков сбыта это всегда военные действия, все. Вот и все. Скажите, а как вы думаете, возможно ли в будущем война между Россией и Украиной? Ну, я думаю, невозможно, потому что все-таки, я думаю, невозможно. Это если только кто-то вмешается, третья страна, уж очень сильно. А то, что сейчас там Зеленский ходит, бряцкает оружием туда-сюда, настраивает людей, да, на Украине даже многие простые люди уже настроены как бы на войну, но их подстрекают, это им, заставляют их так. Вы понимаете, я думаю, война-то никому не нужна. России уж тем более, а Украине простому, опять же, простым людям не нужна. Вот и все. Геополитический идиотизм. Я хочу, чтобы наши туда не вступали. Пусть они сами там разберутся. Даже вот если мы можем, конечно, своей территории, там, градами, какими-то ракетами немножко их придержать, может быть, это и придется сделать. Но вот чтобы мы границу перешли, вот именно полностью войска на ту сторону Донбасс, не надо. Вот со стороны своей России там как-то их придержать и напомнить, кто есть кто, да. А вообще, я не знаю, пусть они разбираются сами. Там... Вот недавно прозвучало в новостях, что стягиваются войска к границе с Украиной. Вот с как нашей стороны вы заметили, какие Да, я вам говорю про с нашей стороны. Вот как вы считаете, правильно ли это поступок? А почему? Правильно, потому что, во-первых, там действительно русскоязычные люди живут. Это же не миф, это не придумки. Вот они там 400 тысяч приняли гражданство, российские паспорта получили. И вот если мы их сейчас бросим, так нельзя поступать. Они 7 лет живут в ожидании. Посмотрите, какая там нищета и разруха. Хотя вот они говорят, вот некоторые политики, что там гуляй-поле у них там на Донбассе, там действительно бардак, и там порядка нету, и там и коррупция, и все прочее. Но наши должны вот тут в этом вопросе, Путин должен потверже себя вести. Сказал, Донбасс не отдаст. Значит, надо не на словах ля-ля-ля, тополя и там каждый месяц гуманитарную помощь завозить, а надо конкретно людей обнадежить. И вот там уже 500 000 наших, и другая 500 000. И они ждут, вот когда Путин слова свои в действие приведет. Только одни разговоры. Мы поможем, мы не бросим брат брату, плечо к плечу, а реальных-то нет еще вещей пока. А надо потверже в этом вопросе. Не знаю, как Путин поступит. Сейчас давит со всех сторон на него. Он в такой ловушке. Что рассорило Россию и Украину? Почему братские народы теперь стали врагами? Вот кто виноват в этом? Без понятия. Америка. Американцы виноваты. Возможно ли война между Россией и Украиной в будущем? Зависит от Путина. Как вы думаете, кто виноват в том, что Россия и Украина рассорились между собой? Россия аннексировала Крым. А почему, если бомж не человек? Если я бомж не человечен, а кто виноват, что я бомж? Кто виноват? Владимир Владимирович Путин виноват. Понимаешь? Ему спасибо скажи. Как вы относитесь к политике Владимира Путина по отношению к Украине и к тому, что на границе Ростовской области уже стягиваются войска? Больше положительно, чем отрицательно. А почему положительно? Там же наши люди. Жалко их все-таки. Они же ни в чем не виноваты, что соседнее государство у нас такую политику ведет. Скажите, допустим, а если завтра война, вы на чьей будете стороне? Вы имеете в виду Россию и Украину? Россия и Украина. Ну, конечно, это моя родина. Я же не коллаборант какой-нибудь. Там клоуны. Президент Зеленский. Да. Клоун. Он КГБшник. Он мусор по жизни, он руководитель. А сейчас о чем? Клоуна набрал. Как кто виноват-то? У него надо спросить. Америка диктует. Если Украину заберут, никому не будет радостно.
Завтра будет война с Украиной. На чьей стороне вы будете? Для меня это вообще очень сложный вопрос. Я буду на стороне России, потому что я россиянин, гражданин России, естественно. Для меня эта ситуация очень неприятная, что нас рассорили. Причем не будем говорить, кто, мы все знаем, кто рассорил. Ну и лично для меня это неприятно, но я буду на стороне России. У меня выбора нет. Как вы, вот, если понимаете, кто рассорил наши народы, но при этом продолжаете быть на стороне России? Ну, я объясню почему. Дело в том, что я же не могу выйти на поле боя, например, как военный, да, и начать вместо того, чтобы заниматься защитой, дружить два мира и объяснять, вот, вы знаете, это произошло потому-то и потому-то. Мне ничего не останется, как выйти на поле боя с оружием и биться на стороне России. Скажите, а вот как относитесь к присоединению других территорий, политики Путина вот, по отношению к Украине, к присоединению Крыма, к возможному его желанию присоединить Донбасс, потому что вот на границе с Ростовом уже стоит военная техника? Понятно. Ну, вообще-то, по поводу присоединения чего-либо куда-либо, если прослеживать ряд фактов, то становится ясно, что все-таки у Путина нет его собственного желания что-либо сделать. Все-таки все происходит в соответствии с Конституцией, в соответствии с интересами разных сторон, и этой, и той, то есть и Донбассом, и Россией. То есть понятно, что есть правящие верхушки, и они решают. Я русская крестьянка. Что вы говорите, глупости-то? За кого я и чего я? За Россию, за себя, за матушку, за свой колхоз, за свою деревню. Крым всегда был наш. Никитка Хрущев отдал, подарил с барского плеча. Кто виноват в том, что два народа рассорились между собой? Политики. Как вы относитесь к политике президента Владимира Путина по отношению к Украине, к присоединению Крыма, возможной войне на Донбассе? Он молодец. Ну, потому что это наш президент. Я же патриот, я россиянин. С Украиной не будет. Мы мирные люди. А как же вот стягиваются войска уже границы? Вы с Украины? Вот. Мы Никуда, будем на стороне никуда и русских. ничего не стягивается. И воевать за русских людей. Мы не будем воевать. Мы не будем. Скажите, Войны как не будет. относитесь к присоединению Крыма, Донбасса? А и Крым, и Донбасс Россия. исконно русские. И завоевали его русские. Там же был опрос. Народ сказал, хотим присоединиться. Сказал бы нет. Ну, живите там. Мне кажется, как народ решит, так и правильно. Сколько человек погибло при оккупации Крыма? Ни начинают в одного. историю. Я историю не То есть мирно Крым перешел к нам. А что с Донбассом? Вот что будет, не знаю. А то, что они воспротивились, они правильно. Но нельзя так попирать. У нас федерация, Соединенные Штаты федерация, ФРГ федерация, да много лет сам. А у них нет никакой федерации. Только мы, только западники, только националисты. Никого нет. Это разве политика? Это не политика, это уже насилие. А на насилие нужно или подчиниться, или воспротивиться. Донбасс воспротивился. А так как там русские, и передали-то его уже после того, как Украина была создана, после того, как Украину уже провозгласили, ага, а у них там промышленности нет. Нате вот вам еще Донбасс. Тоже передали. Вот из рук в руки. Только живите. И сейчас этих вот русских, которых передали, чуть вы не русские, а сейчас вообще придумали вам. Сам не украинский, не русский, а русско-украинский. Кто нарушил мир и изначально между Россией и Украиной? Ну, Россия никак не могла нарушить. Никак. Как присоединение Крыма и война на Донбассе? Это не является нарушением мира между соседними государствами? Нет. Что разругало Россию и Украину? То есть братские народы теперь стали врагами. И вот что и почему? Ну, я хочу сказать, что Украина не досмотрела свои территории. И в конечном итоге просто территории не поделили. Вот это единственный, наверное, критерий. Как вы относитесь вообще к политике Владимира Путина по отношению к Украине и к тому, что вот там... К его политике я отлично отношусь. То есть вы поддерживаете присоединение Украины, я не знаю, Крыма? Крым, послушайте, Крым вообще всегда был наш. Давайте начнем с этого. И тогда надо рассматривать вопрос, когда распадался СССР, правильно?
Вот, должны были просто оставить Крым. К сожалению, чужой трогать нельзя. Хотите уйти? Ради бога, уходите. Но Крым-то российский. Скажите, а вот если завтра все-таки будет война между Россией и Украиной, на чьей вы стороне будете? Я на своей стороне. Как вы оцениваете политику Владимира Путина по отношению к Украине и к тому, что вот там вот войска уже стянули к границе? Ну, я поняла, о чем вы говорите. Все это ужасно, конечно, война, потому что войну я сама пережила, я знаю, что это такое, поэтому, в общем-то, страшно и непонятно, что творится. Ну, дурак он этот самый Володя, Владимир этот вот, Зеленский. Не умный, никакой, я даже не понимаю вообще, что это за человек такой, кто он, что он даже... Непонятно, какого рода человек-то, если он хочет губить свой народ, свою страну. Зачем ему эта война-то? Путина я поддерживаю абсолютно все на 100, там, на 300%, так что я его очень люблю, и все мне... Вот если завтра война, да, и вот наши войска перейдут территорию Украины. Трудно сказать, это тяжело, это, понимаете, как тяжело. Я говорю, что я уже пережила это, поэтому я знаю, что такое война. И стрелять, допустим, наших русских в украинцев, это тоже русские люди. Это невозможно, а они-то стреляют почему-то. Вот почему они стреляют? Так они на своей территории? Ну, так на своей, но они стреляют на нашу территорию. На нашу они не стреляют. Они стреляют на территории Донецкой республики, якобы провозглашенной народной. Но это Донецк, это часть Украины. Да, это как бы якобы. Конечно, но Донецк это часть Украины. Часть Украины, конечно. Но все равно это народ, это же люди, там дети, старики, все. Ну как можно вообще просто военные стрелять в гражданских? Вот это я не понимаю. Я не понимаю, там молодые ребята, у них родители, у них дети, у них все. Как можно стрелять даже это своя республика, тем более. Там люди живут нормальные. Там нет своей республики, она так называемая провозглашенная республика. Ну все равно люди свои, украинцы, все равно украинцы. Вы знаете, я вам на ушко скажу, это еще откуда-то из детства у меня, потихоньку не туда, там, где прошел хохол, еврею делать нечего. И вы знаете, вот пока я росла, и все это на глазах было, я иногда убеждаюсь, что действительно они такие упрямые. То есть такие, что им вот говоришь, что это белые, они будут говорить все равно черные. Вот такие они. Ну что сделаешь? Я вот не понимаю этого. Как молодые ребята, свои украинцы, будут стрелять своих украинцев. Так они воюют за свою собственную территорию, за границы своей собственной Но у них страны. ее никто не отнимал. Кто ее отнял? Ну, как же Просто... Крым, Крым, о чем тут говорить? Крым наш, русский, что там, даже о нем... Донбасс? Ну, Донбасс, он украинский, ну, понятно, это украинская земля, но... Вот, так они за нее и воюют, за то, чтобы это было... Ну, а люди-то свои же, украинцы там живут. Ну, как можно стрелять в своих людей-то, я не понимаю. Ну, как? Земля-то своя, люди-то свои живут, родные. Ведь у многих, может быть, даже откуда там из Киева или где-то там. У меня тоже муж был украинец, но в Запорожской области мы были. Я не знаю, там, что происходит в других областях. Я слушаю, как ничего не говорят обычно об этом. Вот в тех, Днепропетровской, Запорожской области, я не знаю, как там люди соглашаются, которые живут. Но мы же туда ездили, они к нам приезжали, это родные люди, все. А как вы считаете, политика там вообще, там Порошенко, Зеленского, вообще та политика, которая у них есть, та свобода, которую выборов, которую они обрели? Да ну что там о Порошенко вообще говорить нечего, ну дурак и дурак. Ну подкупленный человек, американцами прожил в Америке, ну что о нем говорить? Просто предатель, самый прямой, больше ничего. Я бы его давно арестовала и расстреляла бы. Потому что, ну, знаете, почему его держат? Сколько на него уже вроде его ловили, вроде его хотели... Как вы считаете, расстреливать там вообще людей по политически? Сразу без жалости расстреляла. А кого бы еще расстреляли? Зеленского, может быть. А из России? А в России кого? Нет. Ну, кого? Никого. Нет, в России нельзя. А в Америке? Никого нет. Там пусть сами разбирают. Вот этих двоих из Украины. Ну, чтобы они все успокоились. Вот не будет ни Зеленского, не будет Порошенко. Там все успокоятся, все будет нормально. И все будет хорошо. Кто рассорила два, по сути, себе близких по духу народа, и кто вот виноват в том, что теперь эти два народа стали врагами? Ситуация с Крымом. Тем, что рейтинги надо возвращать. Скажите, а как вы относитесь к тому, что наши российские войска уже выстроены на границе с Украиной? Отрицательно. По мне так Украина, Россия. Чем мы туда лезем? У меня вот такое мнение. Пускай сами разбираются. А как относитесь в целом к политике Путина по отношению к Украине, к Крыму? Плохо отношусь. И вообще к нему, и к его политике. Мы на стороне людей будем. Людей каких? России, Украины или чьих?
И России, и Украины, всех людей. Мы, в принципе, за людей. Мы творческие люди, мы вне политики. Peace, love, unity и having fun. Просто телевизор давно не смотрю, но я считаю, нужно решать свои проблемы в стране, не лезть ни в Сирию, ни на Украину, а сделайте здесь получше. Не в Москве, везде, в России. Посмотреть на больницы, на больных, дети, которые раком болеют, умирают. Вот в это надо что-то думать, смотреть, делать, заботиться о своих, а туда зачем лезть? Тем более у меня подозрение, мы туда калаши им завозим, да и все, и продаем. Что нужно сделать, чтобы Россия и Украина вновь стали друзьями, партнерами, свободными демократическими странами, идущими... Сначала надо стать демократической страной, той и другой, и тогда все будет хорошо. Если вы ищете виноватого, то я вас отсылаю к довольно абстрактному понятию. Это называется история человечества. Виновата история человечества и сам человек, каждый из нас. Политику Владимира Путина я не поддерживаю и всячески пытаюсь всем объяснить, что Путин – это не самый лучший правитель для нашей страны.